Добрый день. Сегодня видео в рамках нашей новой рубрики «Ответы на вопросы». Первый вопрос по поводу жара в районе груди, в районе грудной клетки, в районе энергетического сердца. Ответ такой. Действительно, жар в процессе практики появляется, бывает, и это, в общем-то, неплохой знак о том, что сердце наполняется энергией, что вы ее наполняете, что там есть ресурс. И здесь для вас основным показателем должно быть ваше ощущение. Как вы чувствуете те физические, если это физические ощущения, которые происходят, если эти ощущения более тонкие, то есть ваше ощущение, ваше, скажем, чувство, хорошее это, плохое это, что оно для вас значит. Для вас это будет всегда опорой, потому что подчас есть и физические какие-то заболевания, которые каким-то образом о себе дают знать. Есть сигналы с тонкого плана, которые требуют вашего внимания. Такое все может быть. Вот, поэтому вы должны здесь понимать главное, давать себе отчет в главном, что любой сигнал, который к вам приходит, это сигнал для вас. И вы единственный тот, кто может его распознать по-настоящему. Вот. То есть ответственность за то, что происходит с вами, то, что происходит с вашим телом, с вашей тонкой структурой, она целиком лежит на вас. Вот. И все происходящее – это ваша ответственность. Вы должны как бы в этом всем стараться разбираться, что это такое и что это лично для вас значит. В этом плане одинаковые, ну, скажем, симптомы у разных людей могут значить абсолютно разные вещи для разных людей, и поэтому не может быть как бы универсального ответа, как это проявляется именно у вас, как это проявляется у другого человека. Вот, то есть ощущения могут быть, скажем так, сходными, а при этом причина может быть абсолютно разная и разной направленности. У кого-то это означает, что у него сердце включается, а у кого-то это означает, что у него наоборот активируются какие-нибудь сложные программы, сложные там аспекты, связанные с физическим восприятием, восприятием физического тела. Так что будьте внимательны к себе. В целом, у меня, по крайней мере, от ощущения, от сообщения, которое пришло, ощущение, что все хорошо, что идет процесс, и сердце требует внимания, что нужно в него как бы учиться заходить, в нем работать, и все будет хорошо. Что-то такое. Второй вопрос по поводу, как выглядят частицы сердца. Вне зависимости от того, откуда они приходят, обмен это или не обмен, или это ваши части, в общем-то, это не имеет никакого значения. Мы с Аней часто рассказываем, и на курсе рассказываем, и там у нас видео какие-то были, и вообще всем своим клиентам говорим о том, что образ, который приходит вам в сердце, может быть любой. Смотрите, этот вопрос вообще-то двухэтажный. Первый вопрос о том, как мне визуализировать. Если вы находитесь в уме, если вы находитесь в пространстве ума, то образность, которая к вам приходит или которую вы сами делаете, она, скажем так, больше относится к разряду фантазий. Потому что ум может напридумывать все, что угодно. Если вы вниманием заходите в сердце, то вопрос фантазии, он как бы уходит. Те образы, которые вы видите в сердце, они истинны. Вот, поэтому нужно понимать четко, где находится ваше внимание в работе. Второй этаж вопроса – это о том, как раз, что образы, как они выглядят, почему. Когда вы в сердце, вопрос с образностью как бы такой. Вы не должны, по идее, прикладывать какие-то специальные усилия, чтобы представлять те части, которые к вам выходят. Если образ появляется, то он как бы есть, и он как будто бы от вашего, как бы самодостаточный, он сам по себе, он тот, какой пришел, он такой и есть. И в процессе работы он изменяется под вашим потоком вашей заботы. Он изменяется сам, вы его не трансформируете, не крутите, не переделываете. Поэтому образ – это нечто, скажем, такое объективное, которое есть. Вот. Это не то, что вы создаете внутри своего сердца этот образ, он как бы появляется. Теперь по поводу того, что как он выглядит.
Мы стараемся говорить своим клиентам, что то, как выглядит образ, в общем-то, не важно для той практики, которой вы занимаетесь. То есть для того, чтобы отогреть часть, вам не обязательно разбираться и вникать в то, как оно выглядит. Образ может быть любой, пугающий, знакомый, родителей там, или еще кого-то, неважно. Это в любом случае часть вашего сердца, которая пришла к вам вот в таком маскарадном костюме. Костюм для работы вашей, он не имеет значения. Тут главный смысл не вовлекаться в рассматривание и в те чувства, которые вызывает у вас вот этот образ. Если он пугающий, то вас, возможно, затянет в страх, а этот страх и есть как раз чувство этой части. И практика на этом ваша закончится. Поэтому здесь главное себя держать отдельным, понимать, что это отдельная часть, и вы пришли ее приводить в порядок. Как она выглядит, в общем-то, не очень важно. Но есть вопрос, почему они выглядят именно так, как они выглядят. Здесь ответ, в общем-то, простой. Здесь нужно понимать, что вообще практика работы с образами в сердце, она, скажем так, это просто способ иметь дело с тем, что происходит объективно. Образность — это в любом случае прослойка. Вы должны понимать, что образ, который к вам выходит, он в любом случае разряд иллюзии. То есть это что-то объективно существующее, это то, что под этим образом. То есть часть сердца, которая есть в вашей энергетической структуре, это объективно существующее. А те чувства, которые эта часть сердца испытывает, которым она наполнена, то, чем она является на самом деле. А ваша часть сердца — это, по сути, спектр энергии. Просто некий сегмент спектра энергии. Вот и все. Образ — это способ, которым ваше сознание, ваш ум интерпретирует тот набор энергии, который присутствует в той зоне, с которой вы работаете. Вот и все. Поэтому образ — это способ, ваш личный способ увидеть, что за чувство там лежит. Это способ, которым, скажем, часть сердца с вами разговаривает. Если образ пугающий, то, скорее всего, там что-то страшное. Если образ отвратительный, значит, там какой-то стыд или вина, или что-то такое. Вот. Какой именно образ показывает... Он показывает много что. Он показывает там, скажем, возраст, в котором это произошло, если это мальчик или девочка маленькая. То есть мальчик или девочка, часто это значит, это мужская как бы часть структуры или женская часть структуры. То есть вот такие вещи. То, как вы интерпретируете, ваше сознание интерпретирует. То есть это примерно как со снами. То есть вы чувствуете ощущение, которое этот образ у вас вызывает. И это ощущение и есть то чувство, которым покрыта часть сердца. Вот, в общем-то, и все. Ответ на вопрос вот такой. По поводу обмена частями сердца с ушедшими родителями. Ну, смотрите, в нашей практике, то, что мы знаем, умеем, видим, чувствуем, с чем сталкивались, обмен с ушедшими родителями, он не существует, потому что при уходе близкого человека все части сердца его возвращаются ему, а все части сердца вашего возвращаются вам. И то есть обмен происходит, то есть в процессе его ухода отсюда, в процессе развоплощения. Сколько там по срокам, это не суть важно. Это про простые вещи, скажем так, как бы средние, да, как у всех это устроено. Бывают вещи разные, индивидуальные истории бывают. Ведь не обязательно, что связи с родителями — это только части сердца, которые меняются здесь, скажем так, на этом отрезке жизненного пути, и кармы, там, и как угодно можно это называть. Есть связи с существами намного более тонкие, намного более старые. И эти истории тоже, как бы, они тянутся из жизни в жизнь. То есть есть какие-то договоры, контракты, обязательства. И это тоже бывает, это тоже нормально. Есть вопросы с родовыми системами, когда есть, скажем, тот объем опыта, который приходит через род, и человек должен, если у него такая задача есть, должен разбираться с задачами рода, там, свои рода вычищать, вот это все. Много чего есть. У вас может быть как угодно, понимаете? В общем смысле, да, что части сердца возвращаются владельцу при его уходе.
или при уходе того, с кем был обмен. Но настолько богатый мир, настолько разнообразные ситуации, настолько много всего, чего может быть, что здесь сложно отвечать на вопрос, знаете, конкретно, потому что единственное, что могу сказать точно, что дорога через свое сердце, через согласованность с Высшим Я, через слияние своего сознания с Высшим Я, всегда приведет вас туда, где лежат все ответы на ваши вопросы и со всеми лучшими вариантами разрешения всех ваших сложностей, задач и всего. Каким образом это будет, это вопрос не ко мне, это вопрос к вашему Высшему Я, потому что только у него есть план на лично ваше воплощение вот здесь. Поэтому ответ в любой ситуации у меня всегда один. Смотрите в свое сердце, слушайте внимательно и тонко. Не бегите от своей воли, не откладывайте. Старайтесь с нежностью и заботой в своей части звать, и они вам дадут ответы на все вопросы. Хорошего дня и удачной практики.